Всем привет! В нашем сегодняшнем мастер-классе расскажу и покажу, как сделать такие бантики из эко-кожи. Нам потребуется эко-кожа, маркер, линейка и трафареты. Я их рисую сама, но можно найти в интернете различные виды, которые понравятся именно вам. Потребуется еще бисер и жемчужинки. Цвета могут быть любые, но лучше всего сочетать что-то нейтральное. Оно подходит под все цвета кожи. Я использую эко-кожу 0,7-0,9 мм толщиной. Также далее я показываю, сколько сантиметров занимает каждая моя выкройка, так как я рисую их самостоятельно. У меня их будет 5 в данном мастер-классе. Вырезала я 5 различных вариантов бантиков и обрабатываем края. Крепление я буду использовать резиночку для хвостиков. Крепление может быть любое: повязочка, заколочка, резиночка или зажим крокодильчик, на ваше усмотрение. У бабочек и крылышек достаточно просто сделать узелочек. И получаем вот такую красивую резиночку для хвостиков вашей малышки. Очень просто и очень красиво. То же самое повторяем с крылышком. Эти аксессуары очень красиво смотрятся не только на резиночках, но и также на повязочках у маленьких малышек. Далее обрабатываем кожу и снимаем верхний глянцевый слой. Немножко потереть ее достаточно для того, чтобы произошла сцепка с клеем. Складываем бантик пополам и сгибаем удобным вам образом. Соединяем поперечинкой и приклеиваем нашу резиночку. Клей не жалейте, можно использовать горячий клей, можно использовать суперклей для кожи. Оба варианта подходят отлично для сцепки. Вот такой бантик у нас получился. Универсальный и красивый. Если не обрабатывать верхний слой кожи в тех местах, где вы будете склеивать, то может привести к расклеиванию вашего аксессуара, что не очень приятно ни для вас, соответственно, ни для малышей. Тщательно обрабатываем, шлифуем кожу и снимаем верхний слой покрытия. Не жалея клея, проклеиваем все нужные нам элементы. Сложили бантик, приклеиваем нижнюю часть бантика и хорошенько, плотненько прижимаем. Соединяем все это поперечинкой и склеиваем между собой. Такой тоже универсальный и красивый бантик у нас получился. Мои дочки очень обожают эти аксессуары. Они универсальные, простые, лаконичные, стильные и подходят подо все на свете. Создаем цветочек лотос.
На иголочку с ниточкой продеваем каждый лепесточек 3 или 4 стежками, немножко отступая от края. Надев все лепестки на ниточку, сшиваем их между собой. Соединяя довольно-таки плотно, чтобы не было посередине дырочки. Вот такой цветочек у нас получился. Я люблю добавлять туда бусинки, стразинки. Все красивое, блестящее, что радует глаз маленьких принцесс. Вот такой красивый у нас цветочек получился. Я его прозвала лотос.